Добрый день. Я очень рада здесь быть. Я чувствую сразу в себе, как только я вошла в школу здесь, и быть среди вами, учителями, это действительно для меня, это сразу мне облегчило. Я извиняюсь, что я не буду все на русском языке. Я владею немножко русского языка из-за того, что я здесь была после университета в этом же городе, так что это очень город родной. Потом я работала в фонде Сороса и как раз работала с учителями в России, чтобы развивать программы по образованию. Но чтобы не звучит слишком простая, я буду на английском. Программа фонда Сороса, правильно я понимаю? So I'm going to switch to English now. I'm a third grade teacher. I've been teaching for 15 years. I started teaching in public schools in New York City, and now I'm in a private school, LREI. Я учитель 3-го класса, я преподаю уже 15 лет, начинала в системе государственных школ Нью-Йорка, а сейчас работаю в частной школе. So I appreciate what has been said here this morning. We have the same discussions happening in the United States among teachers. Я был очень рад услышать все то, что сегодня было сказано здесь утром, потому что среди учителей американских школ существуют очень похожие проблемы. When we talk about progressive education, a lot of people talk about progressive education, but we all have different ideas about what it means. Потому что когда мы говорим про прогрессивное обучение, очень многие пользуются этим термином, но совершенно по-разному его себе представляют. So today I'm just going to talk about what it means for me and how it looks in my third grade classroom. Сегодня я немножко поговорю о том, что это означает для меня и как я применяю его в своем 3-м классе. And it starts with John Dewey. И начинается все с Джона Дьюи. And what he talks about in terms of experience, giving children experience and reflecting on that experience. И начинается с того, что он говорит об опыте ребенка и рефлексии этого опыта. So what that means for me is I can give an example. I was walking along the Neva River yesterday, and I was thinking what a wonderful study it would be to study this river. Как пример, вот могу вам рассказать, вчера проходила по берегу Невы и подумала, как замечательно было бы сделать какой-то урок, изучающий эту реку. And what it means is giving children experience, the experience of actually, to experience the river. И как здорово было бы дать детям опыт познания этой реки. What does that mean? It means they have a lot of chances to go to the river and make observations. Что это означает? В первую очередь, они могут пойти на реку и провести многочисленные наблюдения. And part of it is teaching them how to make an observation, how to record their notes. И в этом процессе можно учить их, как делать наблюдения, как делать записи своих наблюдений. But the real work happens back in the classroom. Но реальная работа происходит, когда они возвращаются в класс. When we go back to the classroom and we are thinking about what all that means, what they saw, what the observations mean to the students. Когда мы возвращаемся в класс, мы говорим о том, что означало это наблюдение для ребят. I think the hard thing for the teacher here is to allow the children to make meaning of what they saw. И самая сложная задача для учителя в данном случае – это позволить ребенку увидеть значимость того, что он наблюдал. We're not telling them what to notice. We're not telling them what to think. We're not giving them texts about what the river is about. Мы не говорим, что они должны были увидеть, мы не говорим, что они должны были найти, мы не даем никакие тексты про эту реку. It comes with their ideas, what they discovered about the river, and sometimes it's very simple to begin with. They're naming things that they see. Это их идея, это то, что они открыли для себя про эту реку, и подчас это могут быть очень простые вещи, они просто поименовывают то, что они увидели. They are naming the boats that they see, maybe the bridges, and for city kids, sometimes they're just looking at the garbage on the street. Они могут перечислить названия катеров, которые они видели, мостов, через которые они прошли, а для городских ребят очень часто мусор, который они увидели на тротуаре. But through discussion, and this is also based on the work of Lev Vygotsky, with their more capable peers, they start putting their ideas together, and we start, as a teacher, with the teacher as facilitators, synthesizing those ideas.
Но общаясь со своими одноклассниками, и тут мы частично используем идею Льва Выгодского, с теми одноклассниками, которые немножко, может быть, более продвинуты в подобных действиях, они начинают создавать общую картину, и учитель, как фасилитатор в данном случае, помогает начинать процесс синтеза информации. We start asking questions like, what are the boats there for? Where are they going? Where are they coming from? What's on the boats? Who are the people? Who are the fishermen there? Where are they coming from? Maybe we invite those fishermen in for an interview. We find out if they're doing this for sport, if they're doing it for work. Мы начинаем задавать вопросы, а что делают там эти катера и лодки, зачем они, откуда они пришли? Если там есть рыбаки, то откуда эти рыбаки, зачем они этим занимаются? Может быть, нужно пригласить этих рыбаков и взять у них интервью, а может быть, есть какие-то еще функции, которые выполняют эти катера? And from the inquiry, we do the research. Then we introduce maybe the text. Maybe it's just pictures for younger kids to find out more about the life that's on the river. И из этих вопросов рождается исследование, которое в дальнейшем разрастается и создаются, и проводятся какие-то интервью, или рассматриваются какие-то фотографии, читаются книжки, из которых дети начинают проводить такое мини-исследование о жизни этой реки. This can be a year-long study. I wish it could be a year-long study. Это может на самом деле превратиться в годичное исследование. Я бы хотела, чтобы это стало. We never have that much time. But for me, the end question is, what does this mean for life in St. Petersburg? Но для меня конечный вопрос, а что это означает для жизни в Санкт-Петербурге? What is the life on the river, in the river, around the river? What does all that mean about what it means for me as somebody, as a child living here in this city? То есть, что для меня, как ребенка, живущего в этом городе, означает жизнь на реке, жизнь под водой, жизнь вокруг реки? Что она означает для меня, как жителя этого города? It's a study of a system, of a way of life, of a social system. Это своеобразное исследование социальной системы. But that wasn't enough for me. Но для меня этого недостаточно. I teach 8- and 9-year-olds in 3rd grade is really their first introduction into the study of history. Я учу 8-9-леток в 3 классе, и в частности их впервые открываю для них их первые исследования по истории. And so my curriculum is teaching them about the very first people who were in Manhattan before the Europeans came. И частью нашей программы это разговор о самых первых поселенцах Манхэттена до того, как туда пришли европейцы. So how do you teach about history when you can't bring them there? Как в этом случае можно говорить об истории, когда вы не можете привести этих людей и проинтервьюировать? How do they get direct experience? Как они могут получить прямой опыт? I used photographs, I brought in objects, we looked at text. Я приносила фотографии, какие-то артефакты, мы смотрели на тексты. It wasn't enough. Но этого не было достаточно. What I wanted my students to experience was walking into the classroom, they would be in Manhattan 1500. Я хотела, чтобы дети, входя в класс, попадали в Манхэттен 16 века. I brought trunk loads of sticks and logs and bark and put it all around my classroom from the forest. Я принесла из леса огромное количество всяких палочек, камешков, шишечек, чего бы то ни было, и положила это по всему классу. And especially in public school, I had students who had never gone outside of their neighborhood block. Особенно, когда я работал в государственной школе, я имел дело с детьми, которые, как правило, могли не выходить никуда за пределы своего квартала. They had never been to the country. И они никогда не были за городом. So one, I guess, method that I discovered is what I use all the time now in my classroom. И один из методов, который я для себя обнаружил и теперь постоянно использую в своем классе, It's called imaginative inquiry. это так называемые да. Это вопросы как результат воображения, скажем так, наверное, правильно. This actually was a method that was started in England and the UK by a woman named Dorothy Heathcote. Это метод, который на самом деле был начат в Англии женщиной по имени Dorothy Heathcote.
who use drama to teach, mostly about social studies, but to use drama for teaching. Которая в основном для преподавания социальных наук использовала очень активно драму, театр, театрализацию. And I have to say, I hate drama. I am not a drama person. This was very far from what felt comfortable for me. Я сама не очень люблю театр, я совершенно не актриса, не люблю, не участвую в этом процессе, поэтому это было очень далеко от того, в чем я себя чувствую комфортно. So this wasn't doing a play at the end of a curriculum to put on a play about what the students learned. Это не было созданием пьесы в конце года о том, что выучили дети за этот год. It's a way of using drama as a process for learning. Это использование театрализации как процесса обучения, процесса познания. And as a progressive educator, it gave me a way to have students play in the classroom. И для меня, как представителя прогрессивного обучения, прогрессивного образования, это был способ позволить детям играть в классе. Children's imaginations are wonderful. У детей богатое воображение, замечательное богатое воображение. They can switch in and out of different situations or environments or roles like that. Они очень быстро могут входить и выходить из разных ситуаций, ролей, сред. And so as a teacher, I use that as a way to have them step into a situation, imagine what it would have been like many years ago, and then go from there. И как учитель я предлагаю им войти в ситуацию того, что могло бы быть здесь много лет назад, и с этого мы начинаем. It's not a simulation, it's not pre-planned what they're going to say or do as Lenape Indians or as colonists of New York. Это не реконструкция, и это не выданные тексты того, что они должны сказать, как представители племени Ленопи, жившего в Манхэттене, или колонисты, которые покоряли Нью-Йорк в то время. They're stepping in. So what it is that teachers and students are in a role. Let me explain to you. In a role and in an environment that they already have studied. So it starts with that. They've studied the people and they've studied the environment. Учители и ученики оказываются в ситуации того, о чем они уже раньше говорили, что они изучали уже раньше. Они уже изучали народы, они уже изучали среду. And I give them a problem. Я ставлю перед ними задачу. So for example, we have, so in the beginning of the year we're studying about the natural environment of Manhattan. We're studying about the flora and the fauna of Manhattan. They learn a little bit about the Lenape people, the houses that they lived in, how they use natural materials, about the food, etc. В начале года мы изучаем флору и фауну Нью-Йорка, мы говорим о племени Ленопи, о том, какие дома у них были, как они добывали еду, что ели, о каких-то их обычаях, привычках. But then they are the Lenape, and they are given that we have a scenario where it's almost winter, and we need to find food and that we can store for the winter. А теперь они становятся представителями этого племени Ленопи, и им предлагается подумать, как на зиму запасти провиант. So the children will usually say, well, we just go and hunt for animals. Дети обычно говорят, ну мы пойдем на охоту, убьем животных. And I say, how? Я спрашиваю, а как? Where are you going to get your tools? А где вы возьмете инструменты для охоты? How do you know where to go? Как вы знаете, куда именно идти на охоту? Where are the animals? Где те животные, которых вы будете убивать? And so they have to really break it down into, oh, well, I would use a bow and arrow. Well, where does that come from? And we keep going back until the inquiry leads to, again, the research. Они говорят, о, ну я возьму какой-нибудь там гарпун, например. Я задаю вопрос, а где вы его возьмете? И так далее, пока вот эти вот вопросы опять не вынуждают нас проводить исследования. So they come up with a plan. У них появляется план. We discuss it. Мы его обсуждаем. I help them think it through, all the steps of the plan. Я помогаю им продумать каждый шаг этого плана. And then maybe that night for homework they have an article about Lenape hunting. И, может быть, этим вечером их домашним заданием будет прочитать какую-то статью про то, как охотились представители племени Ленопи. The next day, На следующий день
There are materials in the classroom, sticks, I use clay, string, natural materials. На следующий день в классе есть естественные материалы. Палочки, глина, какие-то там веревочки, да. And they have to make the tools and what they're going to need for the hunt. И они должны сами создать эти орудия, с которыми они пойдут на охоту. That might take a whole lesson. That would be a whole lesson. На это может уйти целый урок. The next day, На следующий день when they come in, we're in our longhouse and we're getting ready to go to make the journey for the hunt. На следующий день мы занимаемся подготовкой к непосредственному походу на охоту. Through drama, I'm narrating as we walk through the forest. So we're just walking around the classroom. But as I'm narrating, it's giving them this idea, and using their imaginations, it's giving them the idea of really going how far they would be going through the forest and all the environment around them, going on this journey, many days journey to the hunting site. Используя театрализацию, они как бы ходят по классу, а я рассказываю им, что будет происходить в лесу. И таким образом они планируют свое многодневное путешествие, они проигрывают свое многодневное путешествие. And what I've prepared ahead of time is different animal tracks in different parts of the room. They have a guide to, by the way, they've already studied about the animals of this time period. И что я делаю, я подготавливаю следы разных животных в разных частях класса. Они этих животных уже заранее изучали. And so then the different groups might start thinking about, oh, here's a goose. I'm not going to use a bow and arrow to kill the goose, because from the article the night before, they realized that there were many different ways to trap or kill animals. И, например, одна группа видит следы гуся, допустим, для самого гуся, и думает, гарпун для охоты на гуся неправильно использовать, потому что в статье, которую я прочитал вчера, было описано много других способов, как можно этого самого гуся поймать. So we have a snare in this corner to catch the goose. We have a trap over there to catch the bear. We have smaller traps over here to catch the raccoon, and then people trying to figure out how to put a fishing net across the river to get to fish. У нас в разных углах разные есть орудия. Тут для поимки гуся, там ловушка на медведя, там другая ловушка на енота, а тут вот, значит, специальные сети, с помощью которых можно ловить рыбу. And then at the very end, we come back into our community in the longhouse, and we have a celebration to give thanks for the food that we. И в конце мы все как бы собираемся в одной нашей большой хижине отпраздновать еду и поблагодарить, так сказать, за еду, которую мы таким образом себе добыли. Now, is this what hunters would have done? Would they have made arrows out of clay and sticks and string? No. Является это тем, что на самом деле делали охотники племени Нота? Использовали они палочки, глиняные веревочки? Конечно, нет. But it gives them an idea of what it means to live in a time that's very different from their own. Но это дает детям представление о том, что значит жить во время, которое радикально отличалось от нашего. They can fill in the rest with their imagination. Все остальное они могут додумать, допридумывать, довоображать сами. And for me, so far, this is the most authentic way of learning that I can give them. И для меня на сегодняшний день это пока самая аутентичная, натуральная форма передачи им знаний, которую я могу использовать в учебном классе. So, for example, if they have to decide whether years later whether to fight the British or not when they're completely outnumbered, they're thinking about it in terms. They're using what they know, but what is also in their own hearts. И когда там, скажем, через несколько лет предстоит, опять же, другой театрализации, решать вопрос, сдаваться ли британцам или не сдаваться, когда численность их сильно превосходит, они уже будут рассуждать на эту тему, исходя из того опыта, который они получили, пропустив его через себя. And so what I'm trying to give to them is that experience of maybe what the colonists were actually grappling with back then, the same problem. И на самом деле я представляю для них те проблемы и задачи, которые вполне возможно вставали перед колонистами тех времен, те проблемы, с которыми они сталкивались. This is all done in a social environment.
so they're with each other, so it's a social learning, social learning. Это все делается, так сказать, в определенной социальной обстановке, потому что они общаются друг с другом. And there's a great opportunity to teach about social activism in this method, using this. Это хороший способ также обучить детей так называемому социальному активизму. So rather than putting them in the role of the people who were in power, who were maybe oppressing others, they're in the role of the people fighting for freedom. И вместо того, чтобы давать им роли тех людей, которые на самом деле притесняли других, они оказываются в роли народа как борца за свою свободу. So first graders studying about restaurants could perhaps learn not just about how a restaurant works and who are the people who own the restaurant, they can also experience what it might mean for the dishwasher who came from another country, and that's the only job that he has. Например, первоклассники, изучая рестораны, могут говорить не только о тех людях, которые владеют ресторанами, что такое ресторанный бизнес, а они могут посмотреть на это с позиции посудомойщика или посудомойки, которые приехали из другой страны, и это была единственная работа, которую они могли получить. And then maybe one lesson could be a scenario where that dishwasher can't come to work because his family is sick and he is not going to get paid or he might lose his job. And here are the children who are in the restaurant, working in the restaurant, what are they going to do about that? И одним из уроков может быть ситуация, в которой сам посудомойщик не может выйти на работу, потому что он заболел. И за этот день ему не заплатят, или это грозит потерей работы. И вот что будут делать эти дети, которые в этом ресторане работают, как они себя в этой ситуации будут вести. So they're practicing a way of thinking and operating in the world. То есть они таким образом практикуются в этом образе мышления, способе существования в окружающем мире. It's very idealistic. Это очень реалистично. But here, so again, it's not just experiencing and reflecting. What I love about imaginative inquiry is that they are now reinventing what is happening. They're reinventing their knowledge. И это то, что я особенно люблю в этой методике, это то, что они как бы заново изобретают свое собственное знание. That's it. Yeah. Спасибо. Все. Спасибо. Комментарии, вопросы. Коллеги, пожалуйста. В таком подходе, как дети справляются потом с тестами? Предусмотрены ли какие-то оценка знаний? So it's difficult because we don't have formal tests. So a lot of the assessment comes out in terms of what they bring to the drama. Это на самом деле сильно сложный вопрос, потому что у нас нет таких формальных тестов, и оценивается то, что они смогли привнести в эту театрализацию. So you have students who have trouble reading, they have trouble writing, but when they're in the drama, you realize that they've taken information from many different places and they're able to act upon the information that they know. Вы можете иметь дело с детьми, которые плохо читают и плохо пишут, но в процессе этой театрализации они очень здорово схватывают информацию из разных источников и способны с этой информацией работать и ее интерпретировать. I mean, it's one method that I use in my classroom. It's not the only. So, of course, for the kids where drama is not as comfortable for them, there are other ways that they are able to express their Это всего knowledge. лишь одна методика, которую я использую. Если есть другие, например, для тех детей, которым театрализация не очень комфортна, существуют другие методики. У меня еще маленький вопрос, как вы думаете, эта методика подходит как бы для всех возрастов, да, для всех классов или вот для младших? I've only really done it in elementary school. Actually, Anne's students, high school students, came and participated in a drama with fourth graders, and it went beautifully because they were all able to use the knowledge that they had learned. It was about the Triangle Shirtwaist Factory. But I think for older high school students, I think it would look different. Я работала и применял эту методику только в начальной школе. У нас недавно был опыт
старшеклассников, которые в рамках своего урока истории приходили к нам в класс и вместе с четвероклассниками участвовали в этой театрализации, что на самом деле было очень здорово, но тем не менее, я считаю, что если методику применять непосредственно к старшим классам, она будет выглядеть немножко по-другому. I think it's possible, but I've never done it. Да, это вполне возможно, но я никогда этим не делал, не пробовал. Скажите, пожалуйста, а насколько возможно устраивать такую жизнь с детьми не в вашей школе, а вот какой-то соседней муниципальной? Или, чуть переформулируя тот же вопрос, насколько эта возможность зависит от учителя, а насколько от школы? So I am doing teacher training in this method. I think it's hard. It's hard. I learned it because from a teacher who was using it in my classroom and came back every year. And then I started trying a little bit and a little bit by myself. Это очень непросто. Я занимаюсь работой с учителями именно конкретно по этому методу, но это сложный процесс, потому что сама я узнала этот метод от учителя, который работал со мной, и от года к году по крупицам я начинала его выстраивать. It's easier to start with certain drama conventions. As an example, instead of asking students what were the two sides of a certain debate, I might be a television interviewer and they're on television and I'm doing a news program interviewing them. Something like that is just a small drama convention that... Наверное, имеет смысл начинать с какого менее масштабной театрализации. Например, вместо того, чтобы сразу же организовывать дебаты между двумя сторонами какой-то ситуации и высказывать их мнение, проще начать с того, что, допустим, я тележурналист, который пришел взять интервью, а они отвечают на вопросы. But I think for more experienced teachers, it's really a framework of inquiry. Но для более опытных учителей это некая рамка вот этого вот вопросов. So, for example, my students in the beginning of the year they're given a secret mission as archaeologists to learn about the past so that they can create the future. Потому что в начале года, например, мои ученики получают некую, так сказать, скрытую задачу, скрытую миссию на весь год, что они археологи, которые должны изучить прошлое для того, чтобы предсказывать и говорить о будущем. And then all year they learn about history, and at the very end of the year they're actually trying to create a better future for New York. They're learning about New York history all year, but then our culminating project is to create a better future for New York. И весь год они изучают историю Нью-Йорка, а координационным проектом в конце года является создание некой модели будущего для Нью-Йорка. Можно я заострю вопрос? Этим методом владеете только вы, и это обязательное условие для учителя начальной школы, вашей школы, так работать с детьми? I'm the only one using it in my school. Я единственная в школе, кто использует этот метод. Скажите, пожалуйста, получается, весь процесс обучения в целом, да, больше всего построен именно на драматизации? Или все-таки какие-то варианты используются? So the drama is what starts the inquiry, and then depending on what... So let me start over. The drama starts the inquiry. A lot of the research is through reading articles. It's about through writing. It's your more typical study through discussion, discussing our ideas. But then we always return to the drama to kind of to propel the rest of the curriculum. Театрализация, драматизация призвана вызвать интерес, побудить их к изучению, к исследованию. Дальше происходят разные методы. Они читают статьи, мы проводим дискуссии в классе, они что-то пишут. И в какой-то момент мы можем вернуться опять к театрализации для того, чтобы продолжать нашу деятельность. But there's a huge difference between me as a teacher saying, okay, here are some articles for you to read about Lenape hunting, or for me as a Lenape elder to say, we have to study about Lenape hunting so that we can get food. And I'm still giving them the articles, but it's for the children, it's a huge difference. Но для детей это огромная разница между тем, что я как учитель скажу, вот вам, пожалуйста, статьи, прочитайте про
только какой-то лишь Ленопи, или я как представитель Ленопи, как старейшина племени Ленопи, говорю, мы должны придумать, как найти себе пропитание. Сколько учеников вовлечено в театральное вот это представление? 20 у меня, да. А наиболее оптимально, на ваш взгляд, вот меньше, больше? И... Нет, не меньше. Для меня 20 это хорошо, и это должно быть все. И я объясняю, что никто это не выбор. Хочет ли ты это делать, это просто надо все вместе. И для тех, для которым неудобно, я иногда даю поддержку. Допустим, кто-то не любит так выступать или говорить, может быть, я им дам одну линию, one line to read or something like that. Одну реплику, одну строчку, да. И в продолжение, вот во время таких вот театральных представлений выбиваются ли дети, которые с ярким поведением вот, доминанта? What does that mean? Do kids dominate those who Yes. are like the mostly active? Yes. Да. И, конечно, это как во всех классах, это надо помогать тем, которые более молчат. В самом начале, спасибо за рассказ, затронули тему, что там был гэп, когда идеи Джона Дьюи ушли в истории, больше возник запрос на предметные знания, на математику, все остальное. Сейчас вы видите новую волну интереса. Кто, зачем, почему, каким образом драйвит эту историю, почему это происходит, откуда взялся этот интерес? What's this, the What do you gist? think? Mikhail in his introduction said that in the 50s and 60s the ideas of John Dee's were somehow forfeited and now they're kind of back. Who do you think drives this renaissance of these ideas now? What? Who or what? Like maybe what trends in the society drive it? Not necessarily. We have a lot of progressive educators in the public schools and private schools who have kept driving the progressive message or way of teaching. I think what's hard for us is that we are in our bubbles as a teacher in our classrooms and we don't have enough communication about what's happening. В школах, как в частных, так и в государственных, есть достаточно большое количество учителей, работающих в рамках прогрессивного образования, но мы находимся в своих таких пузырях, и нам очень трудно коммуницировать и выяснять, что существует и кто что делает. А кто родители вашей школы? Почему они выбирают именно такую странную школу? Do you want to answer that? You answer that one. Well, the people who can afford the school, so that already tells you one layer, the layer of people who attend our school. I don't know. Я думаю, что это вопрос такой многогранный, потому что, если говорить вообще про частные школы, в частности Нью-Йорка, есть несколько уровней частных школ. Есть так называемые элитные школы, где большинство детей это будут дети родителей обеспеченных, очень, которые платят большие деньги, или наоборот, это школы, у которых есть огромные финансовые так называемые запасы, которые могут позволить оплачивать обучение этих детей, туда огромные конкурсы. Наша школа принадлежит к разряду, так скажем, либеральных частных школ, где, да, безусловно, это было странно скрывать, есть дети очень богатых родителей, но при этом есть большое количество детей из семей, которые не имеют возможности оплачивать это образование, и школа дает им стипендию. Есть большая прослойка детей, родители которых отдают последнее, чтобы дети оказывались в этой школе. Я думаю, отвечая на Мишин вопрос, что в основном, по крайней мере, по старшей школе я могу рассказать, по тому, как у нас проходит прием, какие приходят кандидаты. Это как раз родители, которые хотят, чтобы их дети оказывались, если не в конкретно ровно такой методике, то в чем-то подобном. Хотя, это уже совершенно отдельный разговор, к старшей школе это начинает немножко изменяться, потому что очень часто мы слышим, что очень замечательно, мы до 9 класса поиграли, а теперь нам в колледж надо поступать. Давайте теперь начнем реальное образование.
Но это совершенно отдельная жизнь. But we also have a tradition of social activism that parents appreciate and. Да, это очень правильно отмечаешь, что, конечно, родители, которые посылают детей в нашу школу, это родители, которые хотят, чтобы их дети были социально активны. И наши дети, ну так буквально навскидку, чтобы не уходить в это глубоко, наши дети участвуют практически во всех маршах, во всех акциях, причем участвуют, как правило, у нас никогда детей никто никуда не выгоняет, не заставляет идти, они это делают исключительно все самостоятельно, а школа только их пытается поддержать. Я могу добавить из моего наблюдения. Я вижу 3 заинтересованные страты. В первую очередь, это педагоги, которые хотели сделать такую школу. И они являются, в моем понимании, главным движущим движущей силой. Все больше появляется слой родителей, которым хотелось бы такого образования. Они вот увенчаются к старшим классам, но при этом вот в средней школе, особенно подростковой, я вижу все больше желающих этакого чего-то. И я вижу бизнесменов некоторых, которые начинают такое поддерживать с идеологической точки зрения, с финансовой, с идеологической точки зрения. Я знаю несколько проектов в России и в Штатах, когда бизнесмены вкладываются в такие школы. Еще был ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, на основании опыта последних 3-5-7 лет, чувствуете ли вы динамику роста интереса родителей к подобного рода практикам или нет, или это скорее, там, думаю, определенная прослойка, и вот она стабильно меняется? Do you see any dynamics in terms of parents' interest to these type of methods in the past like 3, 5, 7, 10 years, or is it like the same stable group of people and teachers as well, parents and teachers? Do you see any increased interest, or is it something that? I think it hasn't changed in the last 3 to 5 years, but I think it's a struggle for us. I mean, we're always trying to find the balance, and I think parents feel the struggle too. They want their children to have experiences like this, but they're also, I think parents are afraid of letting go of the content and the more traditional methods, teaching of skills. В последние 3-5 лет вряд ли можно сказать, что что-то изменилось, но это вечная такая борьба и для учителей, и для родителей между, с одной стороны, желанием, чтобы дети участвовали в подобных вот способах обучения, а с другой стороны, чтобы они получали традиционные знания и навыки. Я могу добавить, мне кажется, как раз в России я наблюдаю точный тренд на появление нового поколения родителей, которые от нас требуют что-то такого образования, их уже много, по-моему, мужчины. Давайте вы будете последний, хорошо? Я не возражаю. Если хоть какая-нибудь институционализация вот этих прогрессивного образования, то есть какие-то учебники, методики и так далее. Is there any kind of generalization of the experience of progressive schools, like textbooks, methods? Yeah. What I heard this morning, I think it's very similar with us. I think teachers are trying to figure it out. I mean, just from my point of view and working side by side with teachers, I think we're all just trying to figure it out on our own. Все учителя стараются как бы сами для себя что создать, что узнать. Пожалуй, добавлю только одно, что единственное, что существует ассоциация прогрессивного образования Америки, и сейчас появляются постепенно региональные ассоциации, которые где-то являются частью этой, где-то сами по себе, это уже там политические игры всякие, но эти ассоциации скорее как раз-таки призваны привлекать учителей для обмена опытом, чтобы постепенно, может быть, создавать какие-то... И они организуют семинары. Сейчас летом я получаю огромную распечатку программ, которые созданы ассоциацией в поддержку учителей образования. Да, то есть ассоциация, она серьезно работает, и они приглашают учителей рассказывать о своем опыте постоянно. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Thank you.